Самое большое пятимачтовое парусное судно Пруссия. Судно «Пруссия» — это немецкий пятимачтовый корабль с полным парусным вооружением, принадлежавший судоходной компании «Фердинанд Лаис», Флорида. Построен в 1902 году на верфи Йохан Текленбок в Гёстемюнде по заказу гамбургской судоходной компании «Фердинанд Лаис». Порт приписки парусного судна «Гамбург». Это был самый большой в мире корабль с прямыми парусами и единственный пятимачтовый парусник этого класса мирового торгового флота, несущий по 6 прямых парусов на мачте. Построенный в 2000 году Royal Clipper имеет на 5 мачтах лишь 24 прямых паруса против 30 у судна Пруссии. Пруссия никогда не была оснащена вспомогательными двигателями для перемещения. Идея строительства парусного корабля исходила от капитана Потоси, другого пятимачтовика фирмы Лейс, Роберта Хильгендорфа. Считается, что кайзер Вильгельм II, посещая 18 июня 1899 года Барк Потоси, спросил владельца фирмы, когда же появится пятимачтовый парусник с полным корабельным вооружением. Самые первые планы корабля были найдены в бумагах Карла Фердинанда Лайса, внука основателя фирмы Фердинанда Лайса и сына Карла Генриха Лайса. Парусный корабль был заказан в ноябре 1900 года и заложен на верфи Джоу Текленбок по проекту корабельного архитектора, доктора инженерии Георга Вильгельма Клаусена. Судно спущено на воду 7 мая 1902 года и тогда же крещен. Пруссия была построена из высококачественной стали Siemens Martin. Это был также самый большой и самый быстрый летающий лайнер, принадлежащий судоходной компании Лейс, быстрее, чем даже пятимачтовый Барк Потоси, который она обогнала в Южной Атлантике на обратном пути во время единственной встречи пятимачтовых кораблей в море в июле 1906 года. Конструкция корпуса соответствовала трехостровному типу корабля, предпочитаемому Фердинанда Лайсом для всех 4- и 5-мачтовых прямолинейных парусников. Все мачты и рангоуты, за исключением бизань-гафеля, были изготовлены из трубчатой стали. Являясь пятимачтовым полным парусным кораблем, Пруссия шла современным стандартным вооружением с двойными марсовыми и брамреями и королевскими парусами. 30 квадратных парусов в 6 ярусов на всех 5 мачтах. Таким образом получается 30 прямых парусов на мачтах, 12 стакселей между мачтами, 4 клевера и небольшая бизань, всего 47 парусов площадью 6806 квадратных метров. Длина стального корпуса по ватерлинии составляет 124 метра, общая длина корпуса – 132 метра, ширина – 16 метров. 5 мачт несут полное парусное вооружение. Между передней палубой длиной 12 метров и задней длиной 65 метров располагалась и средняя возвышенная ливерпульская палуба длиной 23 метра, под которой располагались сухие и вентилируемые помещения для 45 членов экипажа, и была еще провиантская кладовая и штурманская рубка. На этой палубе располагался двойной главный штурвал диаметром 2 метра с приводом к паровой рулевой машине, защищенный таким образом от больших попутных волн. Второй аварийный штурвал располагался позади. 4 главных грузовых люка в главной палубе были между надстройками. Позади первой мачты 2 котла для вспомогательных паровых машин, 4 паровых шпилей, якорной лебедки, рулевой машины, насосов и электрогенератора. Спасательные шлюпки 4 штуки висели над главной палубой перед последней мачтой. В благоприятных условиях корабль достигал скорости 37 км в час. Лучший суточный ход – 392 мили в 1908 году по пути в Японию и 426 миль в 1904 году в Южном Тихом океане. Английские моряки считали Пруссию быстрейшим парусным судном после клиперов, даже быстрее судна Потоси. Немногие клиперы превышали эту скорость и не шли ни в какое сравнение по грузоподъемности. Кроме того, у нее были джарвисы, латунные лебедки, на всех мачтах, а также другие механические вспомогательные средства для работы на палубе. Благодаря отличным мореходным качествам Пруссия была легко маневрена,
Даже когда от 2 до 4 человек приходилось удерживать двойной руль высотой 2 метра, при ветре силой 8 баллов и более из-за давления на рулевую систему. Даже при силе ветра 9 баллов, она все еще могла поворачивать. В зависимости от курса по ветру Пруссии уже набирали скорость до 4 узлов при силе ветра 1, легкие и тяжелые ветрокрылы. Парусник был огромен. На перевозке чилийской селитры он ставил рекорды скорости. Уникальный облик и характеристики присвоили Пруссии неофициальный титул королевы среди королев морей. В то время британские моряки считали его самым быстрым парусным судном. Это подтверждается рекордным плаванием в Икикис Лизард-Пойнт за 57 дней в 1903 году, который никогда не был установлен ни одним другим судном. Это позволило совершить 2 полные поездки в Чили в год. Парусное судно Пруссия, зафрахтованное Штандарт Ойл, совершило кругосветное путешествие в 1908 году. 10 марта отплыл из Гамбурга и 13 апреля 1908 года прибыл в Нью-Йорк. В Нью-Йорке весь город приветствовал уникальный парусный корабль «Пруссия». 27 мая отплыл с Нью-Йорка через мыс Доброй Надежды на восток по маршруту 40 и 50 широты и прибыл 16 сентября в Йокогама, Япония. 16 октября отплыл с Йокогама и 30 декабря прибыл в долину Тал, в портовый город Антофагаста на севере Чили. 20 января отплыл с Токопильи и 5 апреля 1909 года прибыл в Гамбург. В 14-м плавании судно «Пруссия» направилось в Чили со смешанным грузом, в том числе на судне было несколько пианин. 5 ноября 1910 года, 23 часа 30 минут ночи, в 8 милях южнее Нью-Хейвена, Пруссия столкнулась с небольшим британским пароходом «Брайтон», осуществлявшим перевозки через Ла-Манш. «Брайтон», недооценив скорость Пруссии в 30 км в час, пересек ее курс. Парусный корабль «Пруссия» в результате столкновения потеряла управление, лишившись переднего рангоута, бушприта и брам-стенги первой мачты. Судно «Брайтон», возвратившись в Нью-Хейвен, отправил на помощь Пруссии буксир «Алерт», но ноябрьский шквал не позволил увезти ее в Дуврский порт. Решено было поставить ее на якорную стоянку вблизи Дувра, но обе якорные цепи не выдержали, и Пруссия была выброшена на скалы в Крабовой бухте и затонула. Жертв не было, груз удалось спасти, но излом киля сделал само судно непригодным к восстановлению, и оно осталось на дне на глубине 6 метров. Во время последующего расследования аварии морскими властями Гамбурга капитан Хеммингс из Брайтона нес полную ответственность, его лишили лицензии. Позже он застрелился в лондонском баре. Части корпуса «Пруссии» до сих пор можно видеть в Крабовой бухте весной при сильных отливах.